Всем привет! Довязала я свое платье мельница. В этом случае можно применить поговорку «не прошло и года, а платье уже готово». Начала я вязать это платье в конце марта прошлого года, закончила в начале марта этого года. Но у меня не было такой цели связать его очень быстро, поэтому цель была довязать к весне, поэтому цель достигнута. Значит, по этому платью есть у меня видео на канале, я оставлю ссылочку, где я показала, как вязать шестиугольный мотив, пятиугольный мотив и как их соединять. Также раскладку показывала платье. Сейчас я покажу свою раскладку на этом платье, оно немножко отличается от предыдущего, размера этих мотивов. Значит, ссылочку я сказала оставлю на первое видео, где я показывала, и есть еще одно видео. Первое было в апреле, а второе в августе. Тоже ссылку оставлю. Там я отвечала на вопросы по этому платью. Кто начал вязать, возникли вопросы по присоединению мотивов, и я там показывала. В общем, отвечала на вопросы. Кого заинтересует, пройдите, пожалуйста, посмотрите. Я, конечно, не могу показать все платье так целиком. Вот низ платья. К низу оно немножко расширяется и к талии заужается. Мое платье связано на 50 размер. В процессе вязания я изменяла количество столбиков в мотиве, потому что я начала вязать сначала одну раскладку, в общем, сделала, потом начала примерять на себя и захотела еще немного расширить, и поэтому потом еще вниз немножко связала и потом вверх. Там, насколько я помню, в первом видео я немножко другую раскладку именно по количеству столбиков показывала. Но сейчас я покажу свою окончательную раскладку, как я вязала именно это платье. Вообще в этом платье очень удобно корректировать размер, примеряя на себя, потому что изначально вы вяжете, начинаете с одной полоски, сшиваете ее, и уже можно примерить на себя. В процессе примерки уже будет понятно. Та ширина, которая у вас получилась, примеряете на себя. Допустим, вот меня устраивает эта ширина именно в районе бедер. И потом уже рассчитываете, сколько вы хотите вниз расширить или не хотите расширять, как вы хотите заузить к талии и так далее. Там по раскладке все очень просто. Поэтому здесь нет таких моментов, когда бывает свяжешь уже половину изделия, а то и больше, и приходится его распускать. Здесь такого нет, поэтому сложностей, я думаю, никаких не возникнет. Сам смысл я показывала, там вязание вяжется 8, в ряду 8 мотивов шестиугольных, именно пятиугольные есть сверху, я сейчас это покажу. 8 шестиугольных мотивов, и они соединяются между собой. Затем вяжется еще 8, присоединяются там, вверх или вниз, откуда вы будете вязать. И так продолжается. По 8 мотивов в круг. Как рассчитать на свой размер, я там тоже показывала. Измеряете свой обхват бедер или груди, в зависимости от того, где у вас размер больше, и делите это количество на 8. Такой ширины должен быть ваш мотив. Когда достигаете необходимого количества столбиков, то есть необходимой ширины, провязывая столбики, то останавливаетесь и затем аналогично вяжете 8 таких же мотивов. Длина моего платья 95 сантиметров этого. Первое было покороче, потому что здесь я мотивы вязала немножко больше. Вообще при вязании стрейчевой пряжей я на свободу облегания практически всегда не добавляю, потому что стрейчевая пряжа, она хорошо тянется, и если ее слишком свободно вязать, на мой взгляд, не очень красиво сидит изделие. Лучше, когда оно все-таки обтягивает фигуру. А если вязать из пряжи не стрейчевой, то тогда нужно, конечно, добавить на ширину облегания. По ширине при обхвате бедер 102 сантиметра, ширина моего платья сейчас вот так, если положить его пополам, в месте, где обхват бедер, составляет всего 45 сантиметров. Хотя платье сидит на мне вполне комфортно.
не сильно растягивается, ничего. Если добавить больше или даже связать точно такой же размер, если такой же, то нормально будет. Если добавить на свободу облегания, то оно уже так красиво сидеть не будет. Поэтому именно в стрейчевой пряже я не добавляю. Но этим и хороша стрейчевая пряжа для платьев, для юбок. Я очень часто ее использую, потому что в процессе эксплуатации она не растягивается и, в общем, не вызывает никаких неприятных моментов. Как я сказала, это уже второе такое платье. Первое я вязала вот в таком розовом цвете. Это платье я вязала уже несколько лет назад, не помню, честно говоря, сколько лет, и вязала, и носила его очень долго, очень много носила его, и оно уже стало намного мягче, и очень хорошо все расправилось. Столько стирок оно уже прошло, и ничего, вот я говорю, эта пряжа, мне кажется, вот действительно неубиваемая, как говорят, не скаталась, ничего, очень много весной и осенью это платье я носила. 2 сезона в год. И надевала довольно часто. Ничего не происходит. Вот. А это второе платье, даже вот заметно как-то, что оно не так... хотя тоже уже оно ровненькое. Я его постирала уже. Стираю в стиральной машине при 30 градусах. Добавляю немножко кондиционера, чтобы он смягчил. Стрейчевая пряжа все-таки немножко жестковатая. И это платье уже... После того, как я его поносила, вот второе, оно, если вот так рядом положить, я не знаю, на камеру будет это видно, нет, оно более такое расправленное и уже намного мягче стало. И это тоже такое же станет. Когда я начала вязать второе платье, у меня была такая мысль, чтобы что-то изменить в этом платье, и хотела добавить сюда рукава. И даже связала 3 мотива в круг, присоединила один рукав, но потом все отпорола, в общем, мне не понравилось. Не понравилось чем? Когда сшила, оно, если пришить эти 3 мотива, а больше здесь не войдет по раскладке, то происходит как заужение. И как-то, форма, в общем, не такая получается. Здесь, если делать с рукавом, то надо все-таки другую делать раскладку. Если, конечно, я хотела бы заморочиться, то я бы сделала, но у меня такой цели не было. Здесь же, когда идет обвязка рукава, есть вот такое вот место, которое расширяет рукав. А когда пришиваешь мотив, здесь приходится делать соединение этих цепочек. Вот так. И рукав получается намного уже. Если, конечно, руки очень худенькие, но у меня, кстати, не полная рука, и то мне как-то не очень комфортно было. Но можно, конечно, попробовать при желании. Опять же, это тоже зависит от ширины ваших мотивов. Или от диаметра, как это сказать, он же шестиугольный. Но мне больше понравилось так, поэтому я решила оставить так. Изначально, когда вы заканчиваете, вот кто вязал, знает, когда заканчиваете вязание и нет еще обвязки, то вот в этом месте, где горловина, очень большой вырез получается. Но при обвязке это все потом, как уменьшается. Хотя я здесь никак не уменьшала никаких столбиков, ничего, просто обвязывала столбиками без накида. По горловине я обвязала 4 ряда столбиков без накида, и 5-й ряд был рачий шаг. По рукавам обвязала 3 ряда столбиков без накида и рачий шаг. А по нижней части связала всего 1 ряд столбиков без накида и обвязала также рачьим шагом. Если, например, у вас длины не хватает, а добавить еще 1 мотив, это уже будет слишком длинно, это как раз можно компенсировать провязыванием вот этих рядов со столбиками без накидов. Их провязать больше, если вам необходимо. Мне длина нормально была, поэтому мне 1 ряда вполне хватило. Мне длиннее уже не нужно было. Платье ажурное, поэтому под такое платье, конечно же, нужен подклад. У меня это вот такое платье. Я его заказывала в ателье, когда связала свое первое платье. И вот оно служит мне уже несколько лет под все мои платья.
Не знаю, видно, нет. Я пошла в ателье именно в том платье, и по нему мне его и краили. Здесь такой вырез, здесь сзади повыше. Обычное, простое, я так понимаю, это какая-то подкладочная ткань. Желательно, чтобы оно было скользкое, тогда оно, конечно, комфортнее. И все, а дальше просто прямое платье. Можно, конечно, использовать готовые комбинации, но их сейчас очень трудно найти, хотя я парочку нашла. Так что есть у меня еще бежевая и белая. Но именно в этом платье мне и в розовом тоже мне нравится на фоне черного, когда оно смотрится. Очень хорошо виден именно узор этой мельницы. Ну, думаю, вы на фотографии видели. Сейчас вот так поставлю. Вот ее сразу выделяются все эти узоры. Очень красиво получается. Уже несколько мастериц связали за этот год такое платье себе. Вы могли видеть эти фото, видео о работах по моим МК. Ну, а я вот только сейчас свое довязала. Ну, я говорю, цель была мне закончить его к весне. Так я и закончила. Платье вяжется легко, но не очень быстро. Хотя я первое платье, насколько я помню, я связала очень быстро. Я тогда им так загорелась, мне хотелось, и как раз был сезон, что его можно уже было надеть. И я очень сильно загорелась этим платьем, мне так его захотелось. И я вязала только его, не отвлекаясь на другие процессы, и поэтому оно связалось быстро. А это платье я вязала между процессами. Что-то вяжу, потом... Здесь удобно же очень, мотивы отдельно. Пока 8 свяжешь, только потом я так вязала. 8 свяжу, пришила. 8 связала, пришила и так далее. Значит, по пряже. Вязала я его из пряжи Alize Diva Stretch Silk Effect. В 100 граммах 400 метров. Состав 8% эластик и 92% микрофибра акрил. Колор 612. Крючком вязала номер 2. То розовое я тоже двойкой вязала. Начинала я, кстати, вязать 1,75, и, по-моему, один ряд у меня где-то даже провязан 1,75, наверное, на талии. Но я это, к сожалению, не записала, и сейчас уже по истечении года не помню. Но это небольшая разница, 1,75 и 2. Теперь, что касается этой раскладки. Я показывала в первом видео и во втором, по-моему, раскладку этого платья. Здесь очень все хорошо видно, что по обхвату платья 8 мотивов. Вот 4 и 4 с обратной стороны по кругу 8. Всегда 8. Единственное, что изменяется количество столбиков. Хотя можно вязать его прямым. Не обязательно его приталивать. Если вы не хотите, можно его не приталивать. Я просто покажу, какие цифры получились у меня. Начну с нижнего ряда. Нижний ряд, все стороны шестиугольника у меня по 20 столбиков. Второй ряд снизу. Также все по 20 столбиков. А в третьем ряду у меня 4 нижние стороны, вернее 2 нижние и 2 боковые, это в общем 4 стороны у меня по 20 столбиков и 2 верхние по 19. Следующий ряд 4 нижние по 19, 2 верхние 18. Это я уже заужение начала делать. Дальше, следующий ряд, все столбики 18. В следующем 4 снизу по 18 столбиков, 2 верхних, 2 верхних стороны по 17. И следующий ряд, тот ряд, где талия, у меня все столбики по 17, все стороны по 17 столбиков. И дальше следующий тоже все по 17, и сверху везде все уже по 17. Начиная с талии, вверх все шестиугольники и пятиугольники я вязала по 17 столбиков. Уже ничего не убавляла, не прибавляла.
Всего в платье 79 мотивов, из них 72 шестиугольных мотива и 7 пятиугольных. Основа сама платья, тело платья вяжется полностью из шестиугольников, пятиугольники только при формировании горловины. Значит, вот отсюда до низа изделия шестиугольники, и вот два ряда верхние, где присутствуют пятиугольники. По передней части два пятиугольника, вот они, 1, 2. И по спинке в центре один пятиугольник. И пятиугольники есть в районе плеч. Значит, два здесь, один спереди, один со спинки. И два здесь, один спереди, один со спинки. Все остальные это шестиугольники. Вот такая простая раскладка, но получается готовое платье. Вот. Такое платье можно вязать, как я сказала, не обязательно из стрейчевой пряжи, его можно вязать и из хлопка, например, очень хорошо, и из хлопка с акрилом или с хлопок с вискозой. И главное, чтобы нить была тонкая, потому что здесь вяжутся столбики без накида, и если нить будет слишком толстая, то не будет такой нежности. Поэтому из любой тоненькой ниточки, хотя можно, мне кажется, связать даже и из шерстяной какой-то пряжи такое, например, как тунику какую-то без рукавов. Ну, в общем, здесь на фантазию, у кого как работает фантазия, здесь можно много куда применить эти шестиугольные мотивы, и когда они сшиваются, то общий узор очень красиво складывается. Единственное, как я сказала, нужно учесть то, что если вы вяжете не из стрейчевой пряжи, то, конечно, тогда добавляйте на свободу облегания. А так все точно так же. Ну, я думаю, что я рассказала все об этом платье. Если у кого-то остались какие-то вопросы, может быть, задавайте их в комментариях, я также отвечу. Но посмотрите сначала те два видео, ссылочки на которые я оставлю под этим видео. А на сегодня все. Большое спасибо за просмотр и до новых видео.